Ликург. 3 мудрых совета. Ликург был младшим сыном спартанского царя, убитого во время волнений. Трон после смерти отца занял старший брат Ликурга. Он вскоре умер, оставив после себя сына-младенца. Этот сын и Ликург оба имели права на трон. И все думали, что Ликург воспользуется малолетством прямого наследника, станет царем и начнется новая междоусобица. Но Ликург, наоборот, спас младенца от грозившей ему смерти и объявил его законным правителем, а сам отправился путешествовать. Вернувшись домой, он привез в Спарту разумное государственное устройство и мудрые законы. Чтобы избежать своеволия царей, Ликург поставил во главе города сразу 2 царей. Но власть им принадлежала только во время войн и тогда, когда Спарте грозила опасность. А в мирное время городом управлял совет старейшин. Их избирали пожизненно из 60-летних стариков. Избирался и другой совет сроком на 1 год из взрослых мужчин. А чтобы народ не чувствовал себя отстраненным от управления государством, Ликург сохранил и народное собрание. А для того, чтобы собрание не превращалось, как в Афинах, в разноголосый базар, Ликург запретил на них спорить и устраивать словесные прения. Собрание могло только принимать или отвергать предложения царей и советов. Ликург считал, что беспорядок и смуты порождаются неравенством, роскошью, богатством и бедностью, гордостью и завистью. И поэтому приказал разделить все земли поровну, выделяя каждому спартанцу такое количество продуктов, чтобы каждый мог жить не голодая и не нуждаясь. Ликург запретил золотые и серебряные деньги и ввел железные. Деньги были таких размеров, что даже небогатому человеку приходилось возить свой кошелек на телеге. Такие деньги люди перестали воровать друг у друга, перестали копить их и даже перестали брать взятки. Ликург всегда говорил кратко и веско. Когда кто-то предложил ему ввести в Спарте демократию, как в Афинах, Ликург сказал: «Сперва введи демократию у себя в доме». Он имел в виду, что между гражданами в государстве существуют такие отношения, которые не всегда можно решить голосованием, как непригодно голосование для решения вопросов в семье, между мужем и женой, родителями и детьми. А на совет укрепить Спарту стенами Ликург ответил: «Надежнее, когда город окружен не кирпичами, а людьми», подразумевая, что сильная армия способна защитить родной город лучше, чем крепостные укрепления. Дельфийский оракул предсказал, что если спартанцы будут соблюдать законы Ликурга, то они станут самым могущественным городом в Греции. Так и случилось. Порядок и единство укрепили Спарту. Она подчинила себе почти все греческие города. Но господство над другими погубило ее. Победив и завоевав богатую добычу, спартанцы нарушили законы Ликурга. В их город вернулись деньги, золото и серебро. Молодежь забросила тренировки. Многие стали насмехаться над прошлыми подвигами отцов и дедов. Исчез геройский дух, войско ослабло. И позднее Спарту, как и всю Грецию, завоевали римляне. Но имя Ликурга осталось в истории как символ мудрого и строгого законодателя. Если вам понравилось это видео, то поставьте лайк. А если вы знаете другие факты из биографии Ликурга, то напишите их в комментариях. Подписывайтесь на канал. Спасибо за внимание и до новых встреч!